Через несколько секунд ты окажешься там, куда обычным людям вход закрыт. Это не просто подборка кадров, это не просто разговоры, это фрагменты мира, в котором все решается словами, но не теми словами, к которым ты привык. Мира, где один неправильный ответ может сломать тебе жизнь, где вопрос это не вопрос, а проверка, где пауза перед ответом может означать больше, чем сам ответ. Ты увидишь людей, которые десятилетиями боялись, людей, чьи имена предавались шепотом, людей, которые не подчинялись законам, потому что сами были законом, грузинские воры в законе. Но сегодня речь пойдет не о легендах, а о том, что происходит, когда им задают вопросы. Простые на первый взгляд, наивные, иногда даже глупые, но за каждым из них скрытый смысл, подвох и ловушка, в которую можно попасть, даже не понимая этого. Ты услышишь реальные ответы, без сценария, без подготовки, без права на ошибку, и в этих ответах не просто слова, в них характер, статус и цена, которую человек готов заплатить за каждую фразу. Обрати внимание, как они говорят, как они смотрят, как они уходят от ответа, или наоборот отвечают так, что становится не по себе, потому что в этом мире молчание это тоже ответ. И чем дальше ты будешь смотреть, тем больше начнешь понимать одну вещь. Здесь нет случайных слов и нет безопасных вопросов. И прежде чем мы начнем, задумайся на секунду. А ты бы смог ответить так же, не ошибиться, не сказать лишнего и выйти из этого разговора без последствий? Потому что здесь ошибка – это не просто ошибка, это точка невозврата. Если тебе интересны такие реальные истории, если хочешь видеть больше подобных видео, обязательно поставь лайк и напиши в комментариях, кого еще разобрать или чью историю показать дальше. Это реально помогает продвижению видео и дает понять, что тебе это интересно. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество? Ваша фамилия, имя, отчество? Вы отказываетесь вообще разговаривать, отвечать на мои вопросы? Да. А вором в законе не являетесь? Что-то вопрос на детский сад. Где проживаете на территории Украины? Как давно приехали на территорию Украины? Гражданином какой страны являетесь? То есть вы отказываетесь отвечать, да, на какие-либо вопросы? Я вас понял. Представьтеся. Чарая Тенгиз Автандилович, 1982, 10 апреля. Ціль візиту в Україну. В гости приехал. Ким являєтеся в злочинному світі? Вор. Имя, отчество, Данаев Андрей Владимирович, число, месяц, год рождения. 1960-го, 21 ноября. Гражданин Российской Федерации. Да, Место жительства. с Новороссийска. Судим, не судим. Не судить. Криминальный статус. А когда я буду говорить? Вор в законе. Да, нет. Кино не снимаюсь. Я понял. Фамилия, имя, отчество. Пирвали Тенгиз Надарович. Место и год рождения. Город Тбилиси, 1973. Вы ранее судимы? Да. По каким статьям? 158. Один раз судимы? Да. Срок наказания где-то был? Полгода. А где? Сперва в Матроске, а потом Колния СССР. Понятно. Какое положение вы занимаете в криминальной среде? В смысле? Вором себя признаешь? Конечно. Чем на жизнь зарабатываешь? В данный момент так болею, что ничем. Понятно. Где короновались? Узи. Понятно. А кто за вас подписывался? Это обязательно, что ли? Ну скажите. Я не скажу это. Понятно. За что задержаны сотрудниками УБОП? Сейчас Да. 228. Мгм. Что у вас находилось при себе? Наркотическое вещество. Употребляете? Иногда да. Давно? Не очень. С какого периода примерно? Систематично я не употребляю. Ну, где-то 5 лет уже. Понятно. Тенгиз, какая у вас кличка в криминальном мире? Нет у меня клички. Нету, да?
В криминальной среде какая у вас кличка? Ну, как я приличный, тем год приличный. Понятно. А повернитесь, пожалуйста, в профиль. Теперь на камеру. Теперь в другую сторону в профиль. Обратно на камеру. Тенгиз, задержаны вы по подозрению в совершении какого преступления? 228, часть 1. Помимо наркотиков, какие вам обвинения были предъявлены? Никаких. Только это. Разбои, грабежи Нет, на нет. территории Москвы совершали? Нет. Категорически, да? Понятно. Вы давно освободились? Да. Когда? Когда судили 158 часть 2, Угу. это был 2001. Угу. То есть получается, помимо 228 у вас еще было и 158, да? Кража. Понятно. Где в Москве проживали? Постоянно нигде. Снимали квартиры? Да. А что украл тогда? Марсет. Где? В районе Бирюлева. Угу. Понятно. Из большой был сахар. 15. Тебе, значит, надо шоколад есть или не надо, я понять не могу. Шоколад я ем, когда уровень сахара низкий в крови. А, А сейчас сейчас высокий у меня. Ну, короче, кроме Поэтому воды еще тебе вторая купить. Сигареты более- еще купить. Если можно. Вообще нельзя такие. Там Какой не ты дает хочешь? уровень. Кент? Кенчик какой. Но мы поговорим, чтобы тебе дали курить. Давай. Поселение было. Поселение. Ну я не выходил, там сразу на больнице. В обмен. Да. Ну, хожу, конечно. Ну, давно уже сходников не было, что ли? Ну, больших, да. Не, Ну, почему? в Лужниках тогда В было. Лужниках 120 воров, говорят, было, да? Я там не... Обход не лучше. Да. Мелкий, ну что это ночью? Поехали. Что-то там, что-то поехал. Ты сказал как? Или имя, отчество. Звоните Гурам Уважаевич. Число, месяц, год рождения. 77-го. Число, месяц. июля. Уроженец какой страны, города вы Грузия, являетесь? Тбилиси. Гражданином какой страны вы Никакой. являетесь? Судимы раньше были? Да, Когда и по какой не статье? помню. Ваш статус в криминальном мире? Вор. Фамилия, имя, отчество. Кардава Гизур Амирович. Число, месяц, год рождения. 08.01.88. Место рождения. Грузия. Где проживаете фактически? Грузия. Когда приехали на территорию Российской Федерации? Вчера. Ранее судимы? Да. Когда? По каким статьям? Юридически уже погашен, но не помню как. Статьи какие были? Не помню. Лицом категории вор в законе являетесь? Ория. Вы вор. Ваше фамилия, имя, отчество? Чалова Ираклич Олегович. Число, месяц, год рождения? 13.09.80.
Уроженец какого города, страны являетесь? Грузии. Гражданином какой страны являетесь? Грузии. Судимы были раньше? Да. Когда, по какой статье? Последний, 2016. После этого в субсидии были в Красноярске, да? Да. Сейчас прибыли в Москву. Ну и вопрос, вором законе являетесь? Ну, конечно, я же не в похоронное бюро работаю, не в шиномонтажке, я уже отвечал на эти вопросы. Уголовное имя? Уголовное имя ваше? Для интернет-газет я на такие вопросы не отвечаю. Все, вопросов больше нет. Имя, отчество. Рамази Данилия Придоневич. Четче скажите. Рамази Данилия Придоневич. Дата рождения. А? Дата рождения. 1976 год. 26 января. Где родились? Родился в Грузии. В Грузии? Да. Освободились когда? Сегодня? Вот сейчас освободился. СК. Несколько часов. С какого века? Вообще со спецприемника, а так до этого, с этого, пятой колонии, этот, За что отбывали? Да этот 158-й. Кража, да? Вором являетесь в законе? А? Вором в законе являетесь? Этот, как его, дайте мне пойти, что с вами, нас как будто первый раз сейчас меня видите вы. Вором являешься? А? Вором являешься? Вор. Ты вор, да? Представьтесь, пожалуйста. Мамутшлев Иван Арсеньевич, 73-го года рождения. Где родились? В городе Тбилиси. Прописаны и проживаете? В городе Симферополе. Адрес? Ранее судимый? Да. Последняя судимость, когда, в каком году и к какому сроку? В 15 году 2,5 года. За что? 222 часть 1. Где отбывали наказание? В Якутии. Вором в законе являетесь? Нет. Когда-либо подобным статусом были наделены? Нет. Фамилия, отчество, представьтесь. Минашкин Георгий Карлович. Дата вашего рождения? 20.04.72. Где вы родились? Города Чамчира, Абхазская ССР. Гражданин какой страны вы являетесь? Гражданином Российской Федерации. Зарегистрирован по какому адресу? В городе Москве фактически где проживаете? Точный адрес не могу сказать, в районе Митина. Вы ранее судимы? Ранее, да, давно. За кражу. Последняя судимость в каком году? 2013. Также за кражу? Да. Отбывали наказание в местах лишения свободы? Нет. Срок был условный? Да. Вы являетесь вором в законе? Нет, гражданин Российской Федерации. Контакты с ворами в законе поддерживаете? Ни с кем, с так называемыми, как вы говорите, не поддерживаю, никого не знаю. Когда-либо присутствовали на так называемых сходках? Нет. Вот ваши фотографии есть в интернете, где вы присутствуете с другими ворами в законе, такими как... Ну, может быть, не исключаю. Может быть, не исключаю, кто-то из таких и присутствовал, или застолье, там, день рождения и так далее. Ну, вы были в этот момент? Нет, никак, ни при каких так называемых встречах не присутствовал и ни с кем не общался. А в Турции вы были? В Турции был, да, я же говорю, был неоднократно, бывал погостить и обратно. Вам фамилия Гладзабина о чем-то говорит? Да, говорит. Родственники, двоюродные братья у меня есть такие. Гладзабин Заур Константинович. Кем он приходится? Родственник. Насколько близкий? Ну,
Не дали, можно сказать. Ну, не семья, но родственник. Где он проживает? Я не знаю, не видел уже после войны. Вы отбывали наказание с фамилией Гуадзаби? Может быть, раньше, после войны, во время войны документами пользовался. Не отрицаю. Семья, дети. Да, есть семья, 2 детей. Где они проживают? В Грузии. Фамилия, имя, отчество. Долгой Александр Суралович. Дата и место рождения. 79-19 декабря. Гражданство. Грузинская. Вы ранее судимы? Да. Где и по каким статьям? В России 158-я 3-я часть. А где отбывали наказание? В России Когда последний раз были осуждены и когда освободились? в 2006. Вы проживаете и зарегистрированы где? В Грузии. Адрес регистрации? Город Тбилиси, улица Керчи, дом 3, по-моему. Цель вашего визита в Республику Беларусь? Там в гости приехал. Кому? Родственник. Как родственника зовут? Ашкибая Коба. Вы являетесь вором? Являюсь. Как ваше имя? Виксон. Фамилия, имя, отчество. Точьянов Валерьянович. Год рождения? 87-й. Цель вашего местонахождения на территории Украины? К семье приехал. Семья в Киеве проживает? Да. По какому адресу? Не помню. Вором в законе являетесь? Являюсь, и запомните раз и навсегда, что являюсь. Криминальное имя? Вы знаете, как меня зовут. Представьтесь, пожалуйста. Ваша фамилия, имя, отчество. Не желаете представляться? Какой-либо статус в преступной среде занимаете? Что? Статус в преступной среде вы занимаете какой-то? Вором являетесь? Чего? Вором являетесь? Я не знаю, о чем вы говорите. Ну а фамилия, имя, отчество у вас как? Вы не хотите, чтобы я с вами разговаривал? Нет, я я просто сказал, вас... я не знаю, вы глупые вопросы задаете, я не знаю, о чем вы говорите. Представьтесь, пожалуйста. Так, ну давайте. Фамилия, имя, отчество. Алладзе Валерий Григорьевич. Число, месяц, год рождения. 55-й, 15 марта. Уроженец. Уроженец, город Сочи. Зарегистрированы по какому адресу? Римская, 20. Проживаете? На Плеханова. Где именно? Плеханова, дом 8Б. Понятно. Населенный пункт какой? Сочи. Сочи, да? Да. Семейное положение? Да. Семейное Трое положение. детей. Трое детей. Да. Женаты, не женаты? Женаты. Женаты, да? Судимости имеете? Нет. Судимость. Нет. Статус в преступной среде имеете какой-либо? Нет. Вором в законе не являетесь? Нет. Не являетесь, да, вором в законе? Повернитесь, пожалуйста, боком. Так. Другой стороной теперь. Это армеец. Имя, отчество. Ахабер Пепер Гурамович. Число, месяц, год рождения. 74-го, 26 сентября. Где родились? В Саленджихе. Где прописаны, зарегистрированы? Постоянно? Да. В Саленджихе. Саленджиха это где находится? Грузия. Гражданином какой страны вы являетесь? Грузия. Ранее судимы? Судимый. Где, в каком году, за что? Ну, не помню, короче, уже, честно сказать. Ну, за здесь что? По России, короче, один раз. Смотрим видеокамеру. По России один раз сидел. За что сидели? Полгода. За что За сидели? хулиганство. За хулиган. Еще за что сидели? Больше ни за что. Больше ни за что не сидели? На территории Грузии? На территории Грузии, да,
За что сидели хотя бы? За побег. Еще за что? За угон машины. Все, да? Да. Так, видеокамеру смотрим. Вором в законе являетесь? Четко, ясно. Вы вор в законе, да или нет? Я живу, короче, нормальным жизнью. Я вам задаю конкретный вопрос. Вы являетесь вором в законе, да или нет? Нет. Вы не вор в законе, правильно я понял? То есть вором в законе вы не являетесь, не принадлежите к ворам в законе. То есть и никогда им не были вором в законе. Никогда вором в законе не были, да? Я вам задаю вопрос. Вы когда-нибудь были вором в законе? Нет. Никогда не были. Здесь в Москве где проживаете? На Шогинский переулок, дом 12, страница 15, короче. Не помню что-то. Квартиру не помните? Ну, Как давно страница находитесь? 12, На да. территории Российской Федерации. Вот там по визу и по документу посмотреть четко не помню. Где-то 2 месяца. 2 месяца. Прибыли из Грузии, да? Так, повернитесь, пожалуйста, влево. Голову повыше. Так, и в обратную сторону. То же самое. В обратную сторону смотрим. В обратную сторону. Так, теперь на меня смотрим. Так, теперь боком повернитесь, руки опустите, руки отпустите, татуировочки ваши снимем красивые. Обязательно. Так, и второй бок. Так, руки перед собой вот так руки. Вот так вот. Моечкой, да? Моечкой. Так, и вот тут, пожалуйста, да? Угу. Что означает татуировки? Ну, брат, я говорю, спокойно. А что означает татуировки, которые у вас на плечах? Ты сам смотришь, что означает. Ну я не знаю, что это. Я тоже не знаю. Вы не знаете, да? Да. Так, и с этим данными задерживали? Меня задерживали раньше? Так, руку держим. Так, на меня смотрим, Кахадыр Георгиевич. Так, значит, в Москве чем занимаетесь? Сейчас работать хотел устроить. Где хотели работать? В стройке. Кем? Бригадиром или там кем-нибудь, ну кому удалось бы, короче. А до этого где-нибудь работали? Вот в Москву приехали 2 месяца. Работал. Где работали? Ну так подрабатывал, короче. А кем подрабатывали? Ну, рабочим. Ну, рабочим где? Где? Рабочим это понятие обширное такое. Где? На монтаже. То есть вы работали в шиномонтаже, колеса бортировали, да? Смотрите в камеру. Ну и сколько зарабатывали вы денег? Я не помню, но сколько я зарабатываю, короче, не помню. Работали в шиномонтаже. Хорошо. В Москве под какими данными вас задерживали? Учить делать нечего, что я тебе сказал, короче, под какими у тебя по компьютеру выплело, знаешь. Сами главные, они вручили. Барри Шария, короче, был справка без Шария, короче. И Какача. Нет, моя фамилия Кахапипия. Я же задерживались по данным? Ну да, останавливали, короче, Каха, а скажите, пожалуйста, Пипе, ваш отец вором в законе был? Нет. Не был? Нет. Ваша фамилия, имя, отчество? Беловаривать. Число, месяц, год рождения? 93-04-10. Гражданин какого государства? Грузии. Ранее судимы? Да. Где, когда, за что? В Краснодаре, за угон. В Смоленске еще за что. В настоящее время где проживаете? Турция. С какой целью прибыли в Республику Беларусь? Я турист. В Украину хотел ехать. Не знаю. Какой криминальный статус имеете? Вор. Являетесь вором в законе? Да. Татуировки имеются на теле? Да. Продемонстрируйте. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Стурваль Ильича Романович. Можно погромче? Стурваль Ильича Романович. Год рождения? 55-е. Полностью. 55-й, 9-го,
5-го. Вы ранее судимы? Да. Где, по каким статьям? Ну, я уже не помню. Последний раз тут в Самаре был осужден условно. Условно. Понял. Ваш статус в криминальном мире? Это провокационные вопросы меня не нужны. Вором в законе являетесь? Это на провокационные вопросы я не отвечаю. Отвечаете, хорошо. У вас какие-то болезни имеются? Да. Перечислите. Единофильный диффузный фастидит. Это у меня ноги не ходят. Я уже с 10-го года болею этой болезнью. И сердце, сейчас должны были оперировать на сердце. На легкие 2 раза оперировал. А сейчас уже плеврит у меня сейчас. Вам было зачитано решение о нежелательности. В связи с этим, в связи с вашими болезнями, мы вам даем время, чтобы вы добровольно покинули территорию Российской Федерации, а не принудительно. Понимаете это? Понимаю. Все, согласны покинуть Российскую Федерацию? Ну, конечно, а куда мне деваться? Ваша фамилия, имя, отчество? Назарин Руки Дазмирович. Число, месяц, год рождения? 80 год. Место рождения? Грузия, Курасухон. Гражданином какой страны являетесь? Украина. Адрес регистрации? Харьковская область, Печенецкий район, улица Дзержинского, дом 8. Фамилию, имя, отчество когда-нибудь изменяли? Нет. Общий срок проведения места 7,5. 7,5 лет. За что судимы? За наркотики. Употребляли? Нет. Проживать где собираетесь? Украина. По какому адресу? Ну там вот где прописано у меня. Категории лиц воры в законе в себя относите? Я не понимаю, что за вопрос. Я тут что-то украл, что ли, что ли? Да почему? Вроде я не помню такое, что что-то украл. Вором в законе являетесь? Я не понимаю, это что за вопрос. Вором являетесь? Я не понимаю, что за вопрос, я сам сейчас повторяю. Я не понимаю, что за вопрос. Считаете Такой провокационный вопрос. Я всем задаю такой вопрос, что? Конечно, всем. Ну, я не знаю, как это. Себя считаете Я вором? ничего не отвечаю на этот вопрос. Такой провокационный вопрос я не отвечаю. Я никого ничего не украл, вроде, короче, я не помню такой. Что у вас что такое. Какой статус имеете в криминальном мире? В смысле, какой статус? Вором Я являетесь? не отвечаю такие провокационные вопросы. А почему не отвечаете? Я отвечаю. Мое право есть. Отвечаю. Фамилия, имя, отчество? Булискерия Леван Арведович. Число, месяц, год рождения? 06.12.1978. За что осуждены были? По статье 228, часть 2. А где зарегистрирована территория Российской Федерации? Данный момент? Да, в данный момент. Данный момент Республика Мариэл, деревня Старый Лукаш. Ваш статус в криминальном мире? Никакой статус. Такие вопросы не буду отвечать. Число, месяц, год рождения. 09.03.70. Место рождения. Сигнальский район, Подбек, Грузия. Гражданин какой страны являетесь? Россия. Место регистрации. Ростов, проспект Шолохова. Там написано, я не помню. Проживаете по этому адресу? Нет. Вором в законе являетесь? Я не отвечаю на такие вопросы. Не знаю. Вы вор? Я не отвечаю на этот вопрос. Когда-то были вором? Я не отвечаю на этот вопрос. Фамилия, имя, отчество, Фамилия Ирак Ильич. дата рождения полностью. 1985 года. Где родились? Сохум. Гражданин какой страны являетесь? Украина.
вы сегодня будете депортированы, понимаете, с пожизненным запретом въезда в Российскую Федерацию. В случае пересечения границы будет возбужден закон пересечения границы. Понятно? Вором себя считаете? Все, спасибо. Представься. Он я не могу, как Григорьевич. Число, место, год рождения. 29.08.87. Место рождения. Грузия. Судим? Нет. На территории Грузии судим? Ну, когда-то раньше было. Кличка есть? Нет. Вор? Не буду отвечать такие вопросы. Так вор или не вор? Не буду, пожалуйста, отвечать. Можно? Как знаешь. Ваша фамилия, имя, отчество? Число, место, год рождения? 74. Место рождения? Украина. Это Грузия. Судим? Да. Где, по какой части? Я не помню. Вор? Я не буду говорить. Ваша фамилия, имя, отчество? Кучула Шалван Николаевич. Число, месяц, год рождения? 1982, 9 декабря. Где вы родились? Город Сан-Третье, в Грузии. Гражданином какой страны являетесь? Российской. Прописано где? На Соколе. Проживаете? Там же проживаю. Постоянно там проживаете? Да. Паспорт гражданина Российской Федерации где получали? В России. Ну, где? В Москве? Там же, Нижнем там Новгороде? же, в районе Соколе, да. В районе Сокола. Работаете? Временно без работы. Ранее судимы? Нет, не судим. Ни разу не судимы. Ну, не судим. Вором в законе являетесь? Я не буду на это отвечать. Не хотите? Не то, что не хочу, не буду отвечать. Старики вот отвечают, не стесняются. Нет, не хочу я на это отвечать. Не хотите, как хотите. Ваша фамилия, имя, отчество? Соценицын Владимир Вахтангович. Число, месяц, год рождения? 79, 15 февраля. Место рождения? Грузия. Гражданином какой страны являешься? Грузия. Цель прибытия на территорию Украины? Ну, просто так. Просто так. Где работаешь? Нигде. Не работаешь? Нет. А как зарабатываешь деньги? Ну, родственники помогают мне. Вором являешься? Не буду об этом отвечать. Да или нет? Да. Вор. Фамилия, имя, отчество? Вашакмадзе Георгий Абдандылов, 79-го года рождения. Родился? Родился в Грузии, Ванский район, село Гагмамань. Гражданин Грузии. Последняя статья по какой была? Статья 162, 99, там, 317, там много. 14 лет и 10 месяцев. Срок начала отбытия? Срок у меня в 2007 году началось, и вот сейчас закончится сегодня. 27.09.2022. Фамилия, имя, отчество? Леонид Давид Нукзарович. Число, месяц, год рождения? 1972, 25 июня. Место рождения? Абхазия, Сухуми. Цель прибытия на территорию Украины? Цель прибытия, лаву посмотреть. Где работаешь? Работаете, нет? Нет. Безработный? Да. Вор? Представьтесь. Ну, Супрамадзе Амиран Шалвович, 57-го года рождения, 4 января. Откуда прибыли? Сейчас Турция прибыл. С какой целью?
Ну, чтобы прийти в свою страну и хотя бы вернуться, но Ранее судимо? ранее судимы. Несколько раз судимы. Сколько раз? В каких годах? Где-то 6 раз. По каким статьям? По-моему, не считается это. За паспорт для меня. Если там 2 года сидел, ну, я не знаю. А по статье, ну, не помню. Была кража, была сообразительной власти, была, значит, была 78-й, что-то такое. Какое у вас имя? Вымогательство тоже. А? Имя какое? Как вас? Амиран. Амиран? Амиран. А ребята Ну, на улице как? Сопот зовут. Сопот зовут? Сопот. Вором в законе являетесь? Ну, это тут какие-то сказки рассказывают, не хочу, не то серьезно отвечать. Не хочу. Фамилия, имя, отчество? Гулашвили Тимур Азизакович. Число, месяц, год рождения. 57-й, 13-7. Место рождения. Город Кутайс. Ранее судимы? Да, несколько раз. Последний судимый за что? Где отбывали? В Дубае. По-Боровски. Судимый за что? Состав? Ну, 228. Часть? Вторая. Вернись, пожалуйста, с левой стороны. С другой стороны. Арсенал Нузар Григорьевич. Откуда прибыли? Из Турции. По каким предлогам? Вас сами выехали? Или... Ну, можно сказать и сами, можно сказать не сам. Ну, доставили сюда. А регистрация где имеется в Москве? Нигде. Ну, где прописано? Нигде. Выписано. В Тбилиси? Выписано. А ранее судимы? Да, судим. По каким статьям? Какой срок? Ну, за хранение. Что, запрещено что-то? Ну, я не знаю, позволят, да. Когда освободились? 19, 18, извиняюсь. А надзор был у вас в России? Может быть, не помню. Не помните? Ну, к категории лиц в законе себя относите? Вот это все провокационные, это я оставил по себе. Фамилия, имя, отчество. Орогуэлидзе Кахабер Тристанович. Число, месяц, год рождения. 73 год, 24 августа. Место рождения. Грузия. Именно. Узургете. Регистрация. Нету ее бомж. Проживание. На данный момент. Я живу в этом, как его, Болгарии. Цель прибытия в Украину. Визит. Я не приезжал сюда. Румыны меня поймали и передали насильно сюда. Судимость. Да. Где отбывали наказание? Или отбывали? Не будете отвечать на этот вопрос? Какой статус в воровском мире? Есть или нет? Вором в законе являетесь? Это личный вопрос. Вором в законе являетесь? Это личный вопрос. Фамилия, имя, отчество. Хмелидзе Георгий Георгиевич. Число, месяц, год рождения. 60, 12, 12. Место рождения. Грузия. Ранее судимы? Нет. Где проживаете? Киев. Адрес? Не помню. Мобильный телефон? Нет. Вором в законе являетесь? Да. Вы город, да? Спасибо. Фамилия, имя, отчество.
Число, месяц, год рождения. 1963 года рождения, 29 октября. Где вы родились? В Грузии, город Поты, улица Илья. В настоящее время вы прописаны и проживаете где? В настоящее время освободился 5 дней назад и приехал в Омск, здесь, где находится, учатся в школе. Сколько у вас судимостей? Сколько судимостей? Сколько судимостей и последняя судимость за что? Последняя судимость, за что и лекарство оказался в кармане. И сейчас тоже не знаю, что осуждены. в моем кармане. Осуждены вы когда? У вас последняя статья. Осуждение за что? 228 второй час, 3 года. Наказание вы где отбывали? Здесь. Отбивал наказание, освободился с Омска. Освободились с Омска. Так, везде там был, я знаю. В настоящее время, сегодня, в настоящее время, за что задержано? За что задержали? Ехал в больницу и в кармане, не знаю, сотрудники остановили, в кармане что-то оказали потом, я не знаю. Ваш статус какой? Мой вор в законе. Вы вор? Как? Вы вор? Я вор. Ваше имя? Начальник. Уважаемый, в камеру смотрим. Бачук мое имя. Бачук. Татуировки на теле есть у вас? Здесь имею одна. Это зафиксировано. Показываем. Вот. И больше ничего нигде нету. Левой стороной повернитесь. Другой стороной. В камеру смотрим. В соответствии с статьей 22 и статьей 23 Федерального закона 31 мая 2002 года о гражданской России отменено решение о приобретении вами гражданства Российской Федерации в порядке регистрации на основании заключения ГУВД Москва 31 января 2002 года в соответствии с пунктом А Закона Российской Федерации 28.11.21. Выданный вам документ, удостоверяющий личность гражданина 142-904, выдан 17 июля 2007 года, 17 июля 2007 года. Фамилия, имя, отчество. Число, месяц, год рождения. 61, 25 июня. Где проживаете? В Москве. Адрес прописки. Павелецкая набережная, дом 10, квартира 14. Фактически где живете? Фактически в Москве. Там же, по адресу прописки. Боком повернитесь. Другим боком. Все. Вот ответ на вопрос, который вам сейчас прозвучит. Вот что задал и хватит. Вором в законе являетесь? Кем я являюсь, я сам знаю. Ну вор или нет? Я, может, и космонавт. Да или нет? Оставьте глупый вопрос. Представься. Кило Гурам Ярамлевич. Фамилию изменяли? Ну да, раньше изменял. Какая фамилия была? Когда? Конкретный вопрос по существу. Вором в законе являетесь? Я не являюсь вором в законе. Все понятно. А воровские уголовные традиции поддерживаете? Я поддерживаю только закон Божий и христианский православный закон. Все, спасибо. Я тебе сейчас буду вопросы задавать. Нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Так, готов? Да. Фамилия, имя, отчество свое назовите, Юрген пожалуйста. Степан Кимович. Дата рождения. 1953, 7 ноября. Где родились? Город Тбилиси, Грузия, Республика. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Ранее судимы? Да. Сколько раз, по каким статьям? Неоднократно.
Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, эти. Это память. Это покойная мама моя. Брюки сестра. поднимите, пожалуйста, до колена. До колена поднимайте брюки, просто по одной штанине. Вторую штанину. Все, пускайте. Подскажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Я не знаю, я 51-ю статью взял. Понятно. Вором в законе являетесь? В смысле вором? Да или нет? Ну, в смысле вором в законе? Есть такое понятие, вор в законе. Ну, я старый вор. Ваша фамилия, имя, отчество. Карл Корнелиевич год. Число, месяц, год рождения. 10 января 1970 года. Уроженец какой страны и города вы являетесь? Грузия. А город? Чагатаускский район. Ранее судимы были по каким статьям? Назовите, пожалуйста. Да, 2 раза. Статьи? 115 и 218 ружье вроде был тогда. Да, 218. Это какие года? Это 96-й первый срок. А суд был в Грузии или В Москве Коптевский суд. Коптевский. Судил Коптевский суд 1,5 года дали. А сроки 1,5 года? Да. А далее какие статьи были судимости? А у меня был разбой оправдали по оружию и сопротивление был перебили на 115-й. Но милиционер был в вольной форме, я и не знал милиционер. На суде перебили, разбой 146-й был, оправдали. А второй срок тоже 146-й кража переделали на разбой. И 7 лет дали. Это какие годы? 99-й год поймали, в 2000-м отсудили. Еще судимости имеются после? Вот и сейчас 18, 2 года, 2 месяца скинули. Сейчас. Гражданином какой страны являетесь? Грузии. Грузии. То есть покинете Российскую Федерацию? Да. Ну и главный вопрос. Вором в законе являетесь? А как-то я не отвечаю на такие вопросы. Как-то. Право имеете? Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Едеев Олег Владимирович. Год, месяц вашего рождения. 46-го, 1 января. Где вы родились? Село Илория, Чанчурского района, Абхазский СССР. В Абхазии родились. Гражданином какой страны являетесь? Россия. Гражданин России. В каком году получили гражданство? Тут вообще другого гражданства у меня не было. Ну, то есть всегда были гражданином России? России, да. Да? Ранее судимы? Судимы. Общий срок проведения в местах лишения свободы когда? Было по 20, да. Лет по 20. Вором в законе являетесь? Ну, сколько раз спрашивают одно и то же. Вы являетесь или нет? Да. Являетесь. Уголовное имя? Кличка, погоняло? Никакой. Вы постоянно зарегистрированы, где вы? Мариэл, Мариэлская область, да, или как это называется? Республика Мариэл. Республика Мариэл, Кашкайский район, Кашкайский район, улица Почтовая, 13. А проживаете где? Там проживаю, но приезжаю. В Мариэл проживаете? Да, да. Приезжаете в Мариэл. А вот вас задержали сегодня. Вы в гости приехали? В дом? Да. Ну, свой дом, да.
Ну, брат, не дергайся. Это сон. Это сон. Это мусор. Ваша фамилия, имя, отчество? Число, месяц, год рождения. Вором в законе являетесь? Фамилия, имя, отчество? Нариманидзе Бадули Гурамович. Число, месяц, год рождения. 59-31 января. Место рождения? Грузия. Когда прибыли в Россию? Ну, давно, 89-й. Место проживания и регистрации? Башкирия, Уфа. Адрес? Благоварский район, Северо-Язык. Улица? Улица Садовая. Когда, каким судом, к какому сроку были осуждены? Дорогомиловский суд осудил в 14-м, но в 7-й, 16-м. К какому сроку? 3 года дали. Ну, вот сейчас освободили. В какой колонии отбывали наказание? Ну, 4-й. ИК-4? Да, ИК-4. Город Тюмень, да? Какой статус имеете в уголовном мире? Ну, вор. Вор в законе, да? Да. Когда, где, кем этот статус был присвоен? Я не понимаю, он отказывается от этого, я не понимаю. К какому клану себя относите? Какой клан, я не понимаю, отказывается. В настоящее время статус вор в законе приостановлен у вас? Я вор. То есть являетесь действующим вором, да, в законе? По имеющей информации, в начале 90-х, 92 году этот статус был приостановлен. Что скажете по этому поводу? Я не знаю, отсюда вы услышали. Первый раз слышите? Да, первый раз. Куда собираетесь ехать? Место регистрации. В Уфу, да? Да, Уфу. Где собираетесь проживать? Там же. Там же? В Москву собираетесь ехать? Нет. Знакомы ли вы с ворами в законе Ткач, Ганс, Абрашко, Жорик, Кутаиский? Я первый раз слышу. Первый раз слышите. Отношение к правоохранительным органам? Обыкновенно, объективно. Так, фамилия, имя, отчество. Так, Идзек Гилар Ивазович. Число, месяц, год рождения. 71-го, 30 января. Где родились? Город Кабулет. Где прописаны? Кабулет. Улица, дом. Ленина 444. Гражданин какой страны вы являетесь? Грузия. Как давно проживаете в Москве? 93-го года. Кто вы по жизни? Вор в законе. Уголовная кличка есть? Нет. Судимый? Да. В каком году? 94-го. По какой, 95-м. Статье? 146-го. Сколько лет 9 лет. по суду? 9 лет. Где отбывали уголовное наказание? 4 года здесь, остальное в Грузии. Здесь это где? На Бутырке. Остальные в Грузии, да, отбывали? Да. Это последний раз? Первый раз. Первый раз. Второй раз где судили? В Москве. По какой статье? 158. В каком году? 2000. Сколько лет по суду? 2. Где отбывали уголовное наказание? Здесь в России. В каком месте? Где? Саратов. Последний. В Саратове? На тюрьме или в колонии? В строгом режиме содержались, в общем режиме. В каком году вас короновали? В каком? В 93-м году вас короновали.
Семья, дети есть? Да, жена, двое. Фамилия, имя, отчество жены. Там Мазашвили, там Мара Гурам. Число, месяц, год рождения. 75-го, 25 февраля. Дети. 2000, ну, там это не какие знаки делаем. Число, месяц, год рождения. 2000, это 93-й. Угу. И 2003 Екатерины, как везде делаем. В 2003 году. Еще как бы вас осуждали по суду после квартирной кражи 158? Да. В каком году? В 2002, да. И 4. 2000, там, под вашими данными? 2004. 2004. Вы под своими данными сидели или под другими? Да, по другим, ну, другими девичьи фамилии. Под какими данными вы сидели? Матери девичьи фамилии. Как фамилия, имя, отчество? Кулиджишвили. Под Кулиджишвили дело вы сидели, да? По суду вас осудили под этими данными, да? А у вас документы были какие-то? Да, паспорт. Паспорт был, да? Паспорт поддельный у вас, что ли? Нет, он официально, на матери фамилии. Ты, вы фамилию поменяли, да? Официально, в Грузии поменяли, да? То есть вы сейчас Кулиджишвили по фамилии? Нет, уже я потерял паспорт и вернул отцовскую И фамилию. вернул отцовскую фамилию. Заявление написали, да? Да. Это где? Ну, в Грузии, здесь матушка вот написала, все, мне дали отцовскую фамилию. А сейчас вы являетесь гражданином Грузии. У вас паспорт гражданина Грузии есть? Нет, еще сказали. Где он у вас? Надо вас сделать, работать. Вы его потеряли, да? Заявление подали в органы? Да. Консульство, посольство Грузии? Когда подали заявление? Не помню, он Тамара написала. Жена ваша, да? В обратную сторону. Сейчас на меня смотрим. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Гугуладзе Георгий Петрович. Ваш число, месяц, год рождения. 1964 июня. Где вы родились? В городе Руставия, Грузия. Гражданином какой в настоящее время страны являетесь? Не могу сказать, потому что я был гражданином Российской Федерации. Польши я не знаю. Сейчас являетесь гражданином Российской Федерации? Я считаю, что являюсь. А документально, юридически? Документально то, что до сих пор я нахожусь в военкомате на учете Российской Федерации, Северная Бултова. До сих пор я прописан в Северная Бултова. То есть вы считаете себя гражданином России? Я считаю, да. Понятно. Ранее судимый? Ранее судимый. Здесь в России нет. А общий срок проведения местных лишения свободы? Ну, не помню точно. Ну, 5, 10, 20. Ну, где-то 5, 10. Но в России я ни разу не был судим. Где отбывались в этом наказании? В Грузии? В Грузии и в России. Ну, тогда СССР. Не Россия. СССР. Вором в законе являетесь? Это уже через адвоката. Через все вопросы через адвоката. Вы сейчас находитесь в последствии за совершение какого преступления? Что я перешел границу с Абхазией Российской Федерации. По каким-то другим документам? Потому что у меня что были российские документы, все были просрочены. И я не мог пройти, хоть я неоднократно писал, что как мне прийти, потому что по мне шло следствие, а якобы необоснованно видано гражданство. И поэтому я неоднократно обращался, что как мне возвращаться. И никак ответ не получил. Грузинские спецслужбы выкинули меня в Абхазию, а я вынужден перешел, потому что у меня там жена. Ну вы перешли по каким документам? Абхазским. По абхазским? Да. Где вы их получили? Купили? Что Купил. На какую фамилию? Сухашвили. Все остальные данные такие же, да? Да, и Сухашвили это материнная фамилия. Я понял. Значит, Георгий Пичкович. Значит, по решению министра внутренних дел Российской Федерации в отношении вас 9 августа 2018 года принято решение о нежелательности вашего пребывания на территории России. Это означает, что после отбытия наказания за совершенное вами преступление вам необходимо покинуть территорию Российской Федерации. А как мне покинуть, когда у меня уже никакого документа?
Значит, в этой связи будет сделаны соответствующие запросы во все страны постсоветского пространства. Та страна, которая признает вас своим гражданином, туда вы будете направлены. Вам это понятно? Просто я вам говорю, Ну, что-то непонятно. Есть единственное, еще раз говорю, что срок давности остальных документов есть просроченный. Срок давности нету, как его там, по решению. Сейчас, минуточку, я могу объяснить, как его там, военный билет. По военному билету можно купить что-то и выйти. По военному билету я могу выйти на Украине? Будем решать. Вот это самый лучший вариант. Значит, по решению главного... Потому что я потерял... Послушайте меня. По решению Главного управления миграционной политики России вы гражданином Российской Федерации в настоящее время не являетесь. Где это документы, что меня лишили? Вот у меня есть документы. Эти документы находятся в деле Главного управления уголовного розыска России. Мне это никто не предъявлял. Потому что мне предъявили Саакашвили, что я не являюсь гражданином России, прислали со своим подписом, со своим печатом, со своим да. Наподобие такого я не видел от российского президента. Потому что, как я знаю... Сейчас я вам его оставлю, вот эту вот бумагу. Вы с ней ознакомитесь более тщательно, здесь все написано. Поэтому в настоящее время данное решение в отношении вас принято Министерством внутренних дел. Я вам его огласил. После исполнения уголовного указания вам необходимо его исполнить. Да, но вопрос у меня такой, что как я знаю закон Российской Федерации, гражданство лишает президент Российской Федерации. Гражданство проводит служебную проверку, принимает решение о обоснованности либо необоснованности предоставления российского гражданства Главного управления миграционной политики России. Поэтому вот документ, вот здесь, пожалуйста, поставьте свою подпись. То, что я вам его огласил. Огласил, спасибо. Расписываться вы не будете. Отказываетесь, да? То есть в присутствии вот этих граждан, которые здесь со мной сейчас находятся, вам это решение объявлено. Они так же, как и я, зафиксируют этот момент. Можно мне высказать? Я вам еще раз говорю, вы будете подписывать данный документ. Потому что я не знаю, что буду подписывать, что вам будет это. Поэтому я прошу вас, вызовите моего адвоката, придет, скажешь мне, что это надо, я подпишусь. Данное решение не предусматривает наличие, оглашение данного решения не предусматривает наличие здесь вашего процессуального защитника. А я знаю закон. Дверь. Сюда подойдите. В деле. В деле. Следователь. Да. Здесь не были, да? Нет. Смотри, батареи снятся. Чего? В прямом смысле. Сюда поверните. Прошу вас. Я вас Сейчас, минутку. Фамилия? Углава. Углава. А есть Да, сейчас, да. Углава, имя, отчество? Георгий Омарович. Омарович. Не А, а через О. Умар Хаян. Омарович. 61-4 мая. 61-го года, 4 мая. Родились где? Республика Грузия, город Кутайс.
Значит, давайте, в чем одеты? Называйте. Шапка есть какая-то? Нет, куртка, джинсы. Сейчас, минутку. Куртка черная, кожаная. Жалоб, заявлений нет. Жалоб. Заявлений. Написать? Написать, а снизу расписаться. Нет, в медпомощи не нуждаюсь. Нужна медицинская помощь. Подписи, да? Подписи. Все ясно. Значит, еще заходите в эту сторону. Значит, в протоколе нужно записать. При обыске и досмотре ничего не обнаружено. Давайте, вот здесь роспись нужна. При обыске и досмотре обнаружено изъято. Нет подписи. Запрещенного ничего не было изъято. Что делать? Нет по-русски. Нет пишешь. И роспись своя. Вот здесь еще не ложи. И роспись. Еще не ложите, ложите. Тут Бать, с писателем станешь. Что не ложи уже. Значит, здесь статья 313 предупреждены о побеге. Фамилия, подпись. Убегу. Нет, вот здесь фамилия пишет. И подпись. Все, и вот здесь сейчас отдельно. Пока не потеряете это. Не, она не потеряется, все это будет. Я знаю. Еще что-то есть запрещено? Ремень есть, просто ремонт будет, а то слезет. Ну ремень мы сейчас снимем, все равно так. Не повешусь, не переживай, кого угодно повешу. Нет, у нас такие правила. А что мне делать? Встань слезу. Держать? Ну, рукой ходи так держать. Не, ремень нужно снять, ремень снять. Чего? Когда все, не спрашивайте меня ничего. Мне врач надо, это надо. Врач? Вызовем врача. Все, и ничего не говорю. Раз я вам уважаю, взрывчатое, наркотическое. Не употребляю. Не употребляете. Гостиничный, Отдельно все в пакете положить. Как вы любили? Углова. Мне дайте, пожалуйста, футболочку. Брюки снимайте. У меня может. Как-то снимать вот здесь. Тобой высел. Ну, сейчас повесил. Все, холодно, что ли? А? Что? Это так холодно, что ли? Закройте форточку. Постельное белье дадим. Фамилия, имя, отчество. Гублия Даур Эдуардович. Число, месяц, год рождения. 03-11-72. Место рождения.
Абхазия, город Сухуми. Ваше место жительства? Место жительства Орехово-Зуево, Викина Дулева, коммунистическая, 70, не помню. Не помните. Ранее судимы? Судимость погашена, не помню когда. Статьи помните? Статьи тоже не помню. Общий срок, проведенный в местах лишения свободы? Около 3 лет. Вором в законе являетесь? Да. Давно? С какого Это года? Не буду отвечать на это. Не будете отвечать. Наркотики употребляете? Никогда. Никогда. Вы являетесь вором в законе? Не помню. Вы являетесь вором в законе? Не буду отвечать на таком вопросе. Это провокационные вопросы. Не буду отвечать. Вы никакого отношения к криминальному миру не имеете, да? Вы судимы ранее? Вот можете Не судимые. Вы не привлекались ни в одну стране, ни ничего, да? Не судимые. К отношения имеете какую-нибудь в преступной какой-то Вообще организации вообще? Без комментариев, да. Не будете отвечать, да, на вопрос? Под камерой не будет. Сейчас надо под камеру. Можете не отвечать. Значит, уважаемые представители, которых мы пригласили сюда для оглашения решения заместителя министра внутренних дел гражданину Маргвелашвили, он же Генделадзе Зурабу Мурмановичу. Все правильно? Все правильно. Сейчас вам зачитают решение заместителя министра. Если вы не захотите получать копию уведомления и не захотите расписываться, вас, уважаемые граждане, пригласить зафиксировать факт, что данное решение ему оглашено. Понятно? Да. Пожалуйста. Маргвелашвили Генделадзе Зураб Мурманович. В отношении вас Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 апреля 2018 года принято решение о нежелательности пребывания, в скобках проживания в Российской Федерации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года, номер 114. В связи с чем вы должны выехать из Российской Федерации до 4 сентября 2018 года. В случае невыезда из Российской Федерации в указанный срок вы подлежите депортации. Имя? Имя. Представьтесь, имя ваше. Положение в преступном мире какое занимаете? Аркадий. Да. Судимы? Отказываетесь отвечать? Молчит, конечно, не верит. Отвечать отказываетесь, спрашиваю? Добрый. Иван Кутевич, центр управления вопросов миграции. Я вас уведомляю о том, что 19 февраля 2020 года в отношении вас Министерство внутренних дел Российской Федерации, а также Федеральной службы исполнения наказаний принято решение о нежелательности вашего пребывания в Российской Федерации. Соответственно, статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, в связи с чем вы обязаны выехать из Российской Федерации. На основании данных распоряжений, то есть начальником МВД России по Владимирской области, принято решение о депортации вас за пределы Российской Федерации. Следовательно, решение депортации исполняется путем вашего пересечения государственной границы. То есть я вас обязан припроводить на государственную границу и вывести вас за пределы Российской Федерации. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года
о порядке выезда Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию в случае, если в отношении иностранного гражданина лица без гражданства было принято решение нежелательности пребывания, въезд ему в Российскую Федерацию не разрешается. То есть с момента исполнения решения о депортации в отношении вас въезд в Российскую Федерацию вам будет закрыт пожизненно. Соответственно, вот да, будет пожизненно закрыт. То есть распоряжением о нежелательности пребывания, которое принято Министерством внутренних дел, нежелательность пребывания у вас до отмены этого решения будет пожизненно. Это распоряжение, у вас два распоряжения нежелательности пребывания. То есть Я там другой получил, я не буду тогда расписываться, не согласен. Ну вот смотрите, я вам покажу. Я не, все, я понял, вы мне сказали. Вы, наверное, получили вот это, правильно? Я вам сейчас покажу. Вот есть такое решение о нежелательности пребывания. То есть подписывает заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник Ванечкин. А есть еще нежелательность пребывания Федеральной службы исполнения наказаний. Сейчас, вот здесь оно, наверное. Вот такой вы расписываете, правильно? Наверное, не знаю. Вот. У вас два распоряжения желательности. Вот, до погашения судимости это такое. То есть два распоряжения желательности пребывания в отношении вас. Будете расписывать? Нет. Отказываться расписывать, соответственно. Фамилия, имя, отчество. Дата и место рождения. Вы откуда освобождались? Будете проживать в Москве? Вором в законе являетесь? Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Жертва Владимир Владимирович. Число, месяц, год вашего рождения. 20-го года. Ваши установочные данные ранее какие были? Алпаки Ромка Валерьевич. Число, месяц, год рождения. То же самое. 72 года, 20 года. Вы сменили фамилию свою в связи с чем? С браком. С браком. Где вы родились? Сухой. Грузинская ССР еще тогда была, да? Нет, это была СССР была. Вообще? СССР, да. Гражданином какой страны являетесь? Россия. Где вы прописаны? Сейчас нигде. Нигде не прописано. Сейчас нет. Ранее судимы? Нет. Ни разу не судимы? Ни разу нет. А привлекались к уголовной ответственности? Нет. Не привлекались. Проживаете на территории России где? Не помню. Адрес не помню сейчас. Ну где? В Москве, в Калуге? В области. В Московской области? Да. Адрес не помню. Значит, я ставлю вас в известность, что проведенными проверками Главного управления миграционного законодательства России приобретение вашего гражданства Российской Федерации считается незаконным. В связи с этим 22 октября 2018 года министр внутренних дел генерал Колокольцев принял решение о нежелательности вашего пребывания на территории России. Вам это понятно? Я все услышал, да. Мы предлагаем вам добровольно покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Вы согласны? Ну да. Значит, сейчас мы вместе с вами едем в один из столичных аэропортов, покупаем билет на ближайший рейс в ту страну, которую вы посчитаете нужным, и вам необходимо будет покинуть территорию России. Пожалуйста. Вором в законе являетесь? Я на такие вопросы не отвечаю. Не отвечаете или не являетесь? Я не отвечаю, я вообще не знаю, что это такое. Не знаете, что такое вор в законе? Нет. Значит, о том, что вам объявлено данное решение министра внутренних дел, вам вручается такое уведомление, вы расписываться будете в нем? Нет, в получении? я ничего не буду расписываться. Не будете. Значит, граждане, вас пригласили сюда в качестве представителя общественности, чтобы вы зафиксировали факт, что решение о нежелательности пребывания гражданина Жерздева, он же гражданин Апаки, на территории России нежелательно. И он добровольно обязуется ее покинуть. Вы это все слышали. Вам еще раз это повторяю. Все понятно? Ну да. Все понятно. Все, спасибо.
Там коляска. Совсем снимать, Да. В ногах колен здесь есть окол? Представьтесь, пожалуйста. Курами Махар Ревазович. 84-й, 1-25-го. Ранее судимо? Нет. Не судимо. Уроженец какой страны? Сейчас лицо без гражданства. Нет, уроженец, где родились? Грузия. Город? Сенак. Понятно. Вором в законе являетесь? Можно без этих вопросов. Имеете полное право. Так. Дворами Махара Ревазович, все правильно? Все правильно. 25 января 1984 года рождения, да? 28 декабря 2018 года в отношении вас Министерством внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации. Это вам понятно? Да. В соответствии с статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года номер 114 о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, в случае, если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства было принято решение о нежелательности пребывания, проживания в Российской Федерации, въезд ему в Российскую Федерацию не разрешается. Это вам понятно? В случае въезда в Российскую Федерацию в отношении вас будет принято решение, соответствующее с действующим законодательством Российской Федерации. Еще вам объясняю, в отношении лица, то есть гражданина иностранного государства и лица без гражданства, если принято решение о нежелательности, подписанное министром внутренних дел или лицом его замещающим, въезд в Российскую Федерацию запрещается пожизненно. Да, понятно? Если вы въезжаете в страну, в отношении вас будет уже в соответствии с Уголовным кодексом принято решение. То есть незаконное пересечение государственной границы. Вот уведомление. Ознакомьтесь еще раз. Подпишите, если отказ подписать, то в присутствии понятых мы удостоверим этот факт. Понятия подписывать не будем. Представьте, пожалуйста. Дата рождения. Где вы родились? У вас прописка есть? Нет. Гражданин какой страны вы? Никакой. Были гражданином какой страны? В России, до этого России был гражданин. А до России? Казахстан. Вы там проживали? До Казахстана, Украине, до Украины, Грузии. Да. Родились вы в Грузии, да? Потом в СССР еще, да? У вас сейчас последняя судимость по какой статье? Ваша последняя судимость по какой статье? 327, пожалуйста. Сколько, с какой срок отбытия наказания? 7 лет. Такой вопрос. Вором в законе являетесь? Да. Уголовное имя есть? Нет. Как? Имя хватает. Как вас называют? Как обращаются? Так, паспорт, по паспорту называется, так же и называется. Как? Как паспорт называется, так и как фальшита, моя официальная фамилия, так и называют. Ясно, спасибо. Ваша фамилия, имя, отчество как? Назар Аббас Натальевич. Число, месяц, год вашего рождения. 25 февраля 62 года. Где вы родились? Гражданином какой страны вы являетесь? Вы лицо без гражданства. Значит, вы сегодня освободились с Центра содержания иностранных граждан города Ижевска, да? Прибыли в город Москву. Цель вашего визита в город Москву какая? Что? Сделать документы, уехать побыстрее из России. Значит, на основании распоряжения министра внутренних дел Российской Федерации в ближайшее время вы должны покинуть территорию Российской Федерации. Вам это понятно? В случае непокидания вам будет применяться мера административного или уголовной ответственности. Это вам понятно? Вором в законе являетесь? Являетесь?
Да. Уголовное имя, кличка? Такая же, какая по паспорту. Ну, а какая по По паспорту? документу, вот, справка освобождения, у него там написано имя. То есть у вас Роман? Мулухов Кирилл Буранович. Подтверждаете это, да, что вы являетесь? Отлично. Значит, 6 августа 2018 года в отношении вас министром внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года номер 114 о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, в связи с чем вы должны выехать из Российской Федерации с момента освобождения из мест лишения свободы. В случае невыезда из Российской Федерации в указанный срок вы подлежите депортации. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года в порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию в случае, если иностранного гражданина или лица без гражданства было принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации, въезд ему на территорию Российской Федерации не разрешается. Я могу ответить сейчас? Вам понятно, что да, это? Да, понятно, да. Да. Дальше все эти моменты вы можете обжаловать с установленным в законе порядком. Я надеюсь, у вас, наверное, есть адвокаты, которые вам разъяснят, как это делается. Да? И вот этот документ мне передадут или нет? Ну, сейчас мы вам все объясним. Значит, вы, еще раз я спрашиваю, вы подписывать будете, что я вас ознакомил с этим? В принципе, эта подпись ни к чему не обязывает. То, что я вас с этим ознакомил, будете подписывать? Да, чтобы я ознакомлен, да, пожалуйста. Вот смотрите. Вот здесь даже написано, что уведомление получил. Значит, вот здесь должен расписаться. Да. Пожалуйста, распишитесь и напишите фамилию, имя, отчество свое. Так, вот здесь вот. Стоп. Так, Алексей, здесь, да, получается? Да. Вот здесь вот напишите, пожалуйста, полностью фамилия, имя, отчество свое. Вот здесь? Да. Здесь, пожалуйста, поставьте число. Сегодня 9. Да. Здесь по прописью напишите августа. Здесь 2018 года. Сейчас вот этот документ дайте мне. Или копию, или что-нибудь. Копию мы можем сейчас. Кто старший? Старший кто же? Говорит. Да. Понятно в отношении чего? Я еще не понял. Что я посматриваю? Объясни. Вот задержанный человек. Я, по сути, ребят, я работаю на Китай-городе, но по сути в центре из-за жены. Она меня в линейку ударила, даже через час должен ее... Вот сейчас за углом так, как синагога, и куда чего еще находится. Как? Значит так, объясняю. Значит, могу забрать? Да, пожалуйста. Значит, задержанный гражданин. Мы сейчас приезжаем. Я тебя прошу, не снимай. Вас не снимай. У меня 5 детей, ты мне извини, 2 внуки уже. Вот здесь, значит, объясняю.
объясняю вам. Значит, требование 165 статьи ИК. Значит, я вы послушайте внимательно. Я объясняю. Мы производим личный досмотр гражданина. Что у него по себе есть? Значит, при этом вы имеете право делать замечания, заявления, присутствовать при всех. То есть вы обязаны все смотреть за действием каждого сотрудника милиции. Вы поняли? Так, я пишу действие статьи 165 УПК разъяснены, да? Да. Что это за 187? Нет, ну зачем же? Будем все по порядку делать. Вот вы подойдите сюда, потому что это привычка. Это объяснение, пожалуйста. Покажи. Вы знаете, вы знаете, что не надо мне самое. Дайте удостоверение. Удостоверение не дается. Ну хорошо. Оттуда и потом удостоверение. А я обложку, пожалуйста. Да. Читайте. Фамилия сошлись? Здесь распишите, пожалуйста. Проживаете где вы? Я не алкаш. Постой здесь, посмотри, слушай, потом поговорим. Дом. А что делать? Двумя руками называть. Огромная пачка сигарет была готова на подошли к особо. Что у вас было еще раз? Даже не пачка сигарет в кармане. Смотрите внимательно. С руками смотрите. Не видно. Что у меня не остается в кармане? Еще карманы есть? У вас что, спортивный лет? Нет? Нет, внизу. Падает вниз. Посмотри, пожалуйста. Почка золотая, ну не буду это сказать. Ну что, давай запись. Да нафиг не надо. Значит так, пишу, зажигалка, да? Как Подожди, давай это, зажигалку мы потом запишем. Вот это что такое? Это травка. Смотри, тачка. Ребят, я не знаю, что это такое. А мы проверим, он, судя по нашим... Так, я привык работать руками. Подождите, мы работники милиции, закончим, тогда уберем. Так, полиэтиленовый пакет, в котором находилась Коробка под сигарет, да. пачка сигарет. Данфилд Ойл? Данфилд красный цвет, да? Да. Веществом, внутри там вещество, происхождения. Зеленого. Который находилось вещество зеленоватого цвета. Он не зеленый. Растительный. Цвет растительного происхождения. Зеленоватый. Не шелешься.
Второе. Зажигалка, да? Так, зажигалка черного цвета. Она с надписью, без надписи. Газовая. Как, металлическая здесь все, да? Ну да, металлическая зажигалка. Желто-черного цвета. Так, значит, других вещей неизвестно, да? Так, Женя Гасин, что у нас? Что у нас? То есть вы объяснили? Это не мое, у меня не было. Вот у вас в кармане, а вы не Вот вам придет ваши товарищи, что он наркоман. Так, представьтесь, пожалуйста. Вы отказываетесь представиться? Ну ладно, зачитаем сейчас. Султулизов Феридон Жумгерович. Все правильно? 14 января 2019 года в отношении вас Министерством внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания и проживания в Российской Федерации. В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года номер 114 вы обязаны выехать с территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы Российской Федерации. Вам это понятно, Фридон Жумберович? Так, в случае невыезда из Российской Федерации в указанный срок вы подлежите депортации. Также я вам сообщаю, если вы выехали с территории Российской Федерации и повторно въехали на территорию Российской Федерации, в отношении вас, соответствующие с действующим законодательством, а именно Уголовным кодексом Российской Федерации, будет принято решение в порядке статьи 322 УК РФ. Также вам сообщаю, в отношении лица другого государства или лица без гражданства, в отношении которого принято решение о нежелательности, въезд в Российскую Федерацию запрещен пожизненно. Это вам понятно? Молчим. Расписываться будете об уведомлении? Нет. Москвичи дорогие. Скажи девушке, представься. Скажи, кто. Ты там говорили, я не буду ничего говорить. Сам не понял. В другом будешь?
День добрый, господин. Поехали с нами. Шумберович, 21 октября 1964 года рождения, депортировать за пределы Российской Федерации по двигательскому наказанию. А также разъясняет вам, что в соответствии с 114 федеральным законом, после депортации въезд на территорию Российской Федерации вам будет закрыт в течение 5 лет. Это минимум. Вам все это понятно? Что непонятно, задавайте вопросы, я вам объясню. Какой депортация? Сейчас мы уходили на смерть. Что вам непонятно? Вы меня спрашиваете. А чем? Сейчас, после освобождения. А где это освобождение? Вы сейчас освободились в данный момент? Какой освободился? Вы снялись, перевелись, другой налились. Я понимаю. Я вам вот... Фамилия, имя, отчество. Там есть моя фамилия. Еще раз. Есть моя фамилия, все есть. Фамилию, имя, отчество называй свое. Да есть у вас моя фамилия. Имя, отчество. Строит еще Роман. Год рождения. 55. Дата полностью. 5 сентября. Боком повернись. Другим. Лицом. מועיד ג'ובנה. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Щеницкий Вахтанг Михайлович. Число, месяц, год вашего 10-го года рождения. Октябрь месяц, 5 октября. Где вы родились? Месяц. В городе Джугли. Гражданином какой страны вы являетесь? Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации. В настоящее время на пенсии? На пенсии. Получаете официальную пенсию? Да. Ранее судимы? Нет. Никогда не были судимы? Вором в законе являетесь? Нет. Раньше когда-нибудь были? Нет. Не были вором в законе? Никогда? Никогда.
К криминалу какое-то отношение имеете? Не имею. Не имеете. Фамилия, имя, отчество. Все через адвоката. Являетесь ли вы вором в законе? Все через адвоката. Отказываетесь говорить, да? Ничего не отказываюсь, ничего не подтверждаю. Представьтесь, пожалуйста. Кугемиров Паманович. Дата рождения. 53 год, 20 июля. Место рождения. Город Кутайцы. Проживаете где? Проживаю в России. Гражданин какой страны являетесь? России, да. Ранее судимо? Да. Где, когда? Общий Ну, срок? гора, Общий срок? это 20, может, больше 20. Извините. Отношение к криминальному миру. Вором в законе являетесь? Да, я вор вообще. Спасибо. Шалабаза Давид Георгиевич. А до этого фамилию меняли? Да. А когда, в каком году? Не помню, Шарабиза был. Да. Шарабиза был? Выдворялся до этого? Да. В каком году? То прошел, 5 лет давно прошел. А откуда выдворялись? С Москвы. Куда? Грузию. Грузию. Давид Георгиевич, 3 сентября в отношении вас, Министерства внутренних дел Российской Федерации, принято решение о нежелательном проживания в Российской Федерации в соответствии с статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года о порядке выезда Российской Федерации и въезда Российской Федерации, в связи с чем вы должны выехать в Российскую Федерацию 5 числа 9/2017 года, то есть сегодня. В случае невыезда указанный срок вы подлежите депортации. Вам понятно? И вес вам запрещен. Депортации, то бишь вы меня и так депортируете. Я же не собственно ночь найду. Вы меня депортируете. Давайте уже исходить, как оно есть, по факту говорить. Да, Юрьевич, вы гражданин какой страны сейчас являетесь? Украина. Украина? Ну, вы будете перед сейчас в стране Украины. Понятно? Все ясно. Распишитесь, пожалуйста. Число сегодняшнее. 9. Фамилия, отчество ваше настоящее. Фамилия, имя, отчество. Дочь Януклю Валерьянович. Число, месяц, год рождения. 1987, 10 марта. Место рождения. Абхазия. Цель прибытия на территорию Украины. Полечиться приехал. Вором в законе являетесь? Не буду отвечать на такие вопросы. Ворамья Махарий Ревазович. Дата рождения полностью. 25.01.84. Место рождения. Грузия, Сенат. Зарегистрирован по какому адресу? Питер. Полный адрес прописки. Он не помню. Место работы. Похоронное бюро. Должность. Должность не помню, как называется. Нету там должности. Ранее судимый, не судимый? Нет. Являетесь ли вы вором в законе? Я вообще не понимаю, о чем речь. Да, нет. Да я не понимаю, о чем Являетесь ли вы вором в законе? Да я не понимаю. Да что или нет? Я не закон. Я Вы не закон. вор в законе или нет? Я не вор в законе. Я не знаю, что такое вор в законе. Вы не вор в законе. Нет, я не в закон. Вы не вор в законе. Я простой гражданин России. То есть вы не являетесь вором в законе. Считайте, как хотите. Нет, я вас спрашиваю. А я вас отвечаю. Вы я являетесь вором в законе или нет? Да или нет? Очень все просто. Я вам отвечаю, я не знаю, что это такое. Вы являетесь вором в законе? Я вообще промолчу тогда. Вы являетесь вором в законе? Я представитель закона. Я да.
Ну, Вы какой вопрос являетесь вы вором задаете? в законе? Представитель закона мне задаете, я в законе или нет, правильно? Правильно. Вы вор в законе или Вот нет? расшифруйте ваши слова. Вы вор в законе Вы или же нет? закон? Вы вор в законе или нет? Ну перестаньте, ребят, ну что? Почему? Какой закон? Вы являетесь вором в А законе вы или нет? являетесь закон? Я не являюсь законом. У нас законом является Конституция Российской Федерации. Ну вы же служите закону. Служу закону. А меня прописали. Но не ворам в законе. Нет. Вы вор в законе или нет? Меня прописали это. Я вас спрашиваю. Мы здесь никого не приписываем. Я не знаю, что это. Не понимаете, что не это? знаю. Значит, не являетесь. Не Правильно? знаю, значит Ну, не являюсь. всё, не знаю. всё. Ваша фамилия, имя, отчество? Ну, понятно, Георгий Мирович. Число, месяц, год рождения ваш. 82-го. Уроженец какого города и страны? Грузия, путаюсь. Ранее судимы были, естественно, да? По какой статье и когда, если не забыли? Нет, не было, у меня погашено. Сейчас какая статья? Сейчас 161-я, 2-я. Все понятно. А вором в законе не являетесь? Давайте уже без этих вопросов. Знаете, вы все прекрасно знаете. Зачем говорить одно? Ну, вы тоже знаете, что это формальный момент, мы вам должны задать вопрос. Ну, а что сейчас? Удивляться. Не надо задавать вопрос, на который и так знаете вопрос. Раньше под каким еще фамилией вы тоже проходили? Жордани. Имя, отчество? Все, да. Так, Георгий Мирович, 8 ноября 2018 года в отношении вас Министерством внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации. В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года номер 114 о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, вы должны выехать из Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы. Это вам понятно? Да. В случае невыезда из Российской Федерации вы подлежите депортации. Ну, я лицо без гражданства. Ну, просто, я вам А говорю. куда вы меня депортируете? На Марс, что ли? Причем здесь по нас? Запросы будут, Грузия, еще что-то. Ну, я же говорил, у меня и запросы, суды У были. нас, да, Лицо без гражданства. я понимаю, разговор о чем был, закон не надо нарушать. Но мы предупредили. И вот также, в случае, если вы выйдете из Российской Федерации и въедете в Российскую Федерацию, в отношении вас уже будет применена статья «Незаконное пересечение Российской Федерации». Понятно, да? Все. Также я вам сообщаю, в отношении лица, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации, подписанное министром внутренних дел или его замом, въезд в Российскую Федерацию запрещается пожизненно.
Это вам понятно? А кто подписал? Министр внутренних дел, генерал Колокольцев. Пожизненно, да? Да. Ну, дела. что тут скажешь? После освобождения на лечение где будете? Поедете? Ну, у меня... Мысли ваши. Вы имеете в виду на российской территории, если я нежелательный? Я вообще-то... У меня что Израиль, Грузия, у Турция. меня срочная консультация печени. Куда я выйду, если у меня документов нет? Если когда сделаю... Документы, то вы выйдете обязательно. Ну, конечно, Понятно? куда я денусь? Все понятно. Зачем Вы записываете? откуда приехали? А? Вы откуда приехали? С России, наверное, приехал. С России приехали? Да. Каким образом вы приехали? Я не помню, каким образом. Когда Как приехали? они заехали, все. Когда приехали? Ну, недавно. Недели, наверное, нет еще. А какая цель? А? Цель прибытия? Цель прибытия, да, уехать из России, да уехать куда-то в другую страну. Больше ничего никакой цель прибытия нет. Украинский паспорт откуда? А это на вокзале еще купил. За $300. 500, честно сказать. Понял. Судимый? Да нет, какой может. Вор? Вот вы видите, компрометирующие вопросы задаете. Вы-то знаете, кто я, да все знают, а что. Да, так говорят. Так говорят, да? Вы-то знаете все, что там вы-то так говорите.
Имя, отчество. Чапаидзе Роланд Варламович. Немножко громче и внятней. Фамилия, имя, отчество. Чапаидзе Роланд Варламович. Число, месяц, год рождения ваш. 55-го, 27-го, 25-го. Где родились? Город Кутайс. Грузия. Где в настоящее время проживаете, адрес регистрации? Сейчас нет на данный момент никакой регистрации. Что было европейское, отобрали. Здесь находитесь по какой причине? Хотел перейти, выехать в Европу и арестовали прямо там. Меня не пустили туда. Какое-либо отношение к криминальному миру имеете? В смысле? В прямом. Я вор и горжусь этим.